именно в самом начале. Все, из-за чего мы потом с партнером расходимся, очень часто было нам известно с самого начала, и с самого начала мы чего-то не заметили, не увидели, или что-то не поняли, или, может быть, как-то не так развивали отношения, совершали какие-то ошибки. Ну, в общем, сегодня посмотрим тему. Она будет и поучительная, и, знаете, такая для наслаждения, для понимания, как будет происходить начало ваших отношений. Я взяла сегодня колоду Witching Hour. Знаете, такой час, ваш час, вот это вот начало ваших отношений, это, знаете, ваш звездный час, золотой у нас Таро Арнуво и ведьмочкиный час, ваш час. Ну, давайте смотреть, как обычно, загадывайте первый, второй вариант, мы посмотрим сегодня в двух версиях, но, как я не устаю повторять на каждом своем раскладе, смотрите два потока, потому что они часто дополняют друг друга или являются, знаете, как такими двумя сторонами одной медали. В любом случае, единички, первый вариант. Давайте начнем с вас. The Elements, Basic, Back to Basics. Вот такое будет начало ваших отношений. Вы знаете, я вот смотрю, первое, что мне идет, два момента мне идет через эту карту. Элементы возвращения к основам, да. И мне вот через эту карту идет, что вы в мужчине, в начале отношений вы в нем начнете видеть очень много разных лиц, людей, то есть для себя. То есть вы в нем найдете и друга, и любовника, и человека, с которым вам просто хочется проводить время, и какие-то, я смотрю, вы почувствуете, что какие-то и материнские нотки, и отцовские нотки. То есть, знаете, какой-то полный букет, то есть как будто вы собрали в одном человеке абсолютно вообще все возможные, как бы так, роли и, скажем так, эмоции, которые вам необходимы. Это раз. Во-вторых, вас, конечно, это будет очень радовать. Это будет, кстати, одним из таких вот сигналов для вас, что это именно та встреча. То есть это не просто вот вы познакомились, пообщались, там что-то еще. У вас будет странное ощущение, что как будто бы этот человек отражает очень много людей из вашего прошлого, даже, может быть, из вашего детства. Вот. Второе, мне момент идет из этого расклада. Сейчас я дойду. Да, хочется уже вторую карту вытащить, но я сейчас договорю на эту тему. Вот она, подтверждение, да. Понимаете, здесь какие-то будут возникать в самом начале отношений, вот из-за того, что человек будет вам напоминать какие-то других людей, каких-то ваших близких, или какие-то ассоциации будете чувствовать, похожие эмоции. Это будет как и в положительном русле, так и в таком, знаете, и в такой темные какие-то будут моменты, какие-то ваши, знаете, будут подниматься какие-то родовые программы, какие-то будут стереотипы подниматься, да, то есть эта встреча, поскольку она будет для вас очень мощной, очень сильной, она заставит вас и саму меняться, понимаете, пересматривать что-то в себе, и вам важно в этот момент, видите, нам показывают Book of Spells, Learn, то есть нам с вами показывают, что вам обязательно нужно, когда отношения начнутся, когда будут возникать, подниматься какие-то программы, эмоции, чувства, в плюс или в минус, неважно, вам нужно будет заглядывать в себя, заглядывать в свое прошлое и смотреть, изучать, как бы прорабатывать те моменты, которые, возможно, эти новые отношения поднимают. И для того, чтобы эти отношения развивались, вам нужно, возможно, будет что-то в себе менять и перестраивать. Вот такое вот у вас будет ощущение от этой встречи. Это на самом деле, в принципе, вот для таких судьбоносных встреч, это, знаете, это один из маркеров основных. Я даже вам из потока без карт Таро могу это сказать, потому что это на самом деле не просто так, потому что когда мы входим в что-то новое, естественно, нам нужно, сразу же происходит такая ревизия, проверка, а не тяну ли я в новое что-то старое, понимаете? Вот, то есть будет пересмотр какой-то у вас внутренний программ, то есть, в то же время, я смотрю, вам будет так нравиться этот человек, то есть вы будете чувствовать, боже, такое тепло классное, вы знаете, такую родственность, вот именно родственность будете чувствовать, понимаете? Вот я сейчас просто подключилась к вам, к тому полю, которое будет у вас с этим человеком возникать. И это, знаете, такое вот ощущение теплоты и благоговения, очень-очень доброе, светлое чувство, которое будет у вас возникать. Вы просто, знаете, у вас как будто бы все пазлы сложатся. Poison Throne, Low Vibrations. У вас как будто бы все пазлы сложатся, понимаете, от того, как все складывается. Вот, Poison Thorn, Low Vibration. Вы понимаете, то здесь такая, может быть, еще вот то, что я ему сказала, то есть это будет очень тепло, видите, я говорю о теплых чувствах, это будет очень страстно, это будет очень ярко.
Это будет прям то, что вам надо. Это будет ваше. Это будет разжигать в вашем сердце любовь. Понимаете? Вот прям сердечко у вас будет тынь-тынь-тынь, у вас забьется сердце, правда, вы вот долго не чувствовали свое сердце, вот вы сейчас почувствуете вот в этом видео эту теплоту, которая будет разливаться, но за этой теплотой будут скрываться какие-то раны, какие-то травмы, которые будут подниматься, потому что ваше сердце будет открываться, ваше сердце будет распахиваться новым чувством. И, конечно, все, что, знаете, это как вот так вот, что-то вот там вот, понимаете, со скрипом. То есть какие-то вот low vibrations, какие-то старые установки, как все, что на старых низких вибрациях, потому что эта встреча будет. Этот расклад смотрят девушки, и эта встреча произойдет у тех, кто уже повысил свою вибрацию. Понимаете, кто перешел в новую эру, кто уже будет создавать отношения на высоких вибрациях, совершенно, где не будет насилия, где не будет давления, где будет уважение, где не будет, понимаете, всех старых программ, которые мы с вами прекрасно знаем, о чем речь, да, возможно, если нет, вы дайте мне знать в комментариях, и мы с вами посмотрим на Таро и через поток, каким происходит вот этот транзишн, этот переход от старых вибраций к новым вибрациям. Если вам эта тема интересна, просигнальте мне, потому что мне она интересна, я бы с удовольствием ее посмотрела. Так вот, смотрите, вот это первое, вот этот нюанс такой, понимаете, он нам вот, видите, снова и снова. Вот я с этого начала поток, и нам это снова показывают, понимаете? То есть важно будет обратить внимание, чтобы не испугаться, чтобы не закрыться, чтобы не начались ссоры, не начались какие-то отдаления от человека, понимаете? Чтобы вы вовремя раскрывали свое сердце и убирали то, что, возможно, эти отношения, ну, мешают их развитию, понимаете, сближению. Очень сегодня такой теплый расклад. Я чувствую такое, знаете, вот у меня это прям вот не внутри меня какое-то тепло, а у меня такое ощущение, что вокруг меня какой-то такой кокон теплой защиты. То есть, видимо, когда вы встретитесь с мужчиной, он будет вам давать такое абсолютное ощущение безопасности. Я же говорю, что вот он как будто бы... Я не договорила, видите, снова эта карта, она мне вернулась. У вас вот это вот чувство теплоты этого кокона, оно будет прям вот, понимаете, вот снова будет у вас прям вот возникать с ним, так может быть, когда вы, как вы в детстве себя чувствовали, так спокойно и защищенно, но это, знаете, вот это так, представьте себе, вот и вы сейчас поймете это чувство, вы потом, когда встретите человека, вы вот прям вот вспомните, о чем я говорила. Это вот представьте себе розовую, вот эту вот воздушную вату, как в детстве, огромную такую, и представьте, что вот эта огромная воздушная вата вокруг вас, и вы вот это чувствуете, и оно и безопасное, и мягкое, то есть такая мягкая защита. Вот. Почему эта карта, знаете, вернулась? Потому что я хотела договорить, да? Чтобы вы не пугались этих моментов. Почему эта карта вернулась? Потому что у вас будут возникать какие-то трения, может быть, какие-то внутренние конфликты. И вы будете закрываться, уходить от этого человека, может быть, понимаете? И он будет не понимать. То есть это будет человек уже, который, понимаете, у него все ваши... Вы будете на нем даже как-то пытаться свои старые травмы об него, понимаете, снова удариться рогом об него. А оно не будет, потому что там уже совершенно другая энергия, понимаете, на высоких вибрациях. И вот это на самом деле очень классно. И вы будете прям чувствовать, понимаете, вот это... чтобы у вас опять не активизировались это ваши старые программы, вам нужно будет с ними работать. Да. Ну вот я же говорю, все об этом. То есть нужно будет исцелять по ходу дела все, что будет возникать. Не закрываться, не убегать. Да, вот видите. Someone has their eye on you, понимаете? То есть у вас будет из прошлого, какие-то будут отголоски прошлого. Вы вроде бы как бы будете сейчас творить какую-то свою магию, какую-то свою новую жизнь создавать в своем пространстве, но вы будете чувствовать, что какие-то отголоски прошлого или какие-то вещи, они идут. Понимаете? Я даже сейчас вот я тут была, сейчас вам просто расскажу, вот две машины, совершенно пустое место, знаете, когда я говорю какие-то вещи, вот тоже пустая дорога, и вдруг одна машина обгоняет другую, просто подрезает, то есть у вас, понимаете, вот вам, это прям вот абсолютно у вас, то есть вы будете делать свое дело, будете ехать своим путем, по своему маршруту, но кто-то вас просто вот так вот, понимаете, это именно на энергетическом плане, то есть вы будете чувствовать, или какие-то программы старые будут подниматься, или какие-то блоки, то есть оно, чтобы вас вот так вот, понимаете, не подрезало на вас, на вашем дороге счастья. Вот, сегодня вот об этом, понимаете, вот первое, что нам хотят сказать по этому поводу, окей? Так, дальше, дорогие мои самые светлые.
Девочки прекрасные, смотрим для вас, что еще, как будет еще происходить начало ваших отношений. Вот это, кстати, карта, а как только я вытащила колоду, первый раз перемешала, она вышла, но я почему-то решила, думаю, нет, ну, как бы пока я еще не начинала расклад, и она, видите, она снова вернулась, потому что initiation is sacred test. Я же говорю, что это начало отношений, оно будет, знаете, как будто бы вас тестировать, то есть у вас будет настолько классное чувство, и у вас даже будет какое-то, знаете, как будто бы Вселенная будет вас тестировать, насколько вы готовы уже идти в новое, в светлое, вообще не погружаться ни в какие старые программы, ни в какие старые сценарии. То есть у вас будет Вселенная, понимаете, вот инициация, у вас будет инициация в счастье. Вот это начало этих отношений, это инициация в счастье, понимаете? Это инициация в любовь. Давайте вам подтверждение, понимаете? Moonwater, Reset. Вот прям, ну, 100%. Ну вот посмотрите на этих картах, вы просто поймете. Посмотрите, какие тонкие карты. Какие тонкие карты. То есть это будет абсолютное обновление. Видите, новый месяц, начало, новый месяц. Moonwater, это будет эмоциональный перезапуск. Эмоциональный такой ресет, прям полный, понимаете? Вот это вот то, что будет происходить у вас в начале отношений. Но этот сосуд будет совершенно другой, кристальный, чистый. Я же говорю, что это вот у меня пришло вот это чувство, которое вы испытаете, это как вот это вот розовое, даже не белое, вот почему-то розовое, вот это вот, как вот здесь, вот, понимаете, вот такой вот цвет вот этой вот ваты сладкой, flying ointment, let loose. Ну вот, я же говорю, то есть вам нужно будет отпустить ситуацию, понимаете, и то, что будет, возможно, держать как-то старое, понимаете? О, вот это вот Secret Trail, это прям классно. Это вот прям карта, которая у нас на колоде, сейчас я вам покажу. Вот это главная, по сути, карта, вот понимаете? Это девушка, которая нашла свой путь, и она на этом пути одна. Вы понимаете, вот мне кажется, что вы будете держать это очень при себе, то, что будет происходить, это чувство у вас возникать, вы будете держать это при себе. И вот это вот абсолютно вот вы будете, понимаете? Вы будете наслаждаться, будет полнота эмоций и чувств. И вам нужно позволить всему старому уйти, абсолютно расслабиться и увидеть себя другой, увидеть себя новой, дать этому новому, как сказать, завладеть вами. Вот даже так мне идет, понимаете? Так, давайте еще посмотрим по поводу начала ваших отношений, как там мужчина будет с вами обращаться. Ну вот мне почему-то идет, что, возможно, когда вы встретитесь, у вас будет или какой-то сложный момент в жизни, или у вас будут, может быть, вы будете даже в тот момент находиться в каких-то еще сложных отношениях. То есть вы сейчас, может быть, находитесь в отношениях с тем человеком, с которым тяжело, или в обстоятельствах, в которых вам тяжело. И когда этот человек, понимаете, soul family, это родственная душа, этот человек придет в вашу жизнь, понимаете, у вас будет абсолютное чувство, что вас сейчас защитят. То есть этот человек придет, понимаете, вот вы даже, то, что он придет в такой момент в вашей жизни, это тоже не просто так, чтобы он смог проявить те качества, которые вам необходимо увидеть в мужчине, понимаете? И soul family. То есть это, во-первых, я же говорю, что вы в нем узнаете очень многих, скажем так, роли он заполнит. Но это самое главное, вы почувствуете, что это такая вот родственная душа, человек такой же, как вы. Вы разные, но вы внутри одинаковые, понимаете? И это будет момент в вашей жизни переломный. У вас сейчас в жизни переломный момент. И когда человек появится в вашей жизни, начало ваших отношений будет как бы концом вашей старой травмы, ваших старых отношений, ваших сложностей, да, и вы будете в тот момент в процессе даже такого, знаешь, сломленного перелома, перехода. Вот, и, соответственно, через это, да, favorable, да, понимаете, какие-то будут очень подходящие для этого обстоятельства, чтобы он смог проявить себя рядом с вами. Ну, прям очень классно. Ой, ну, начало отношений, знаете, вот как в сказке. Вот просто вот, как, знаете, как в фильме, там, не знаю, там, «Красотка» или каких-нибудь таких, на которых мы выросли. То есть в фильмах, где, знаете, он пришел, ее спас, принц. Но это будет немножко, знаете, по-другому, по-взрослому, на абсолютно новых вибрациях, в энергиях нового времени. Совершенно все будет очень зрело, очень как-то, знаете, очень как-то все правильно. Я вот опять, видите, вот выходит опять вот back to basics. То есть мне нужно снова это вам напомнить и показать, понимаете, что так же, как и будут плюсы от того, что вы в этом человеке узнаете родственную душу, и вы прям почувствуете, что это прям ваше, также у этого
как бы у этой будет вторая сторона медали, будут какие-то сложности, которые для того, чтобы это счастье, которое вы хотите, вы обрели, вам нужно будет, понимаете, вот так вот, ну, как бы осознать и проработать, вот, и чтобы ваши отношения развивались, да. Новый take the first step. Ну, вот видите, то, что я вам и говорю. То есть вы поведете эти отношения именно в духовном смысле, потому что для самой себя, то есть вам нужно будет эти отношения докрутить. Потому что, видите, поскольку нам показывают, что вы будете в тот момент находиться, возможно, в сложной ситуации, в эмоциональном переломе, да, то есть вы будете доживать какие-то свои старые истории, поэтому нам, понимаете, это показывают. Или у вас будут какие-то в жизни сложности, от которых вы хотите избавиться, и вы и этот мужчина появится в тот самый момент. Вы понимаете, это даже вот я смотрю, что вот давайте подтверждение. Почему-то мне кажется, что это не прям сразу романтическая связь. Ну вот видите, transformation. То есть это не прям сразу романтическая связь. Это может быть какой-то контакт по интересам. Это может быть, вы посмотрите, вот последняя карта для вас, видите, это вот прям вот это контакт по интересам. То есть какая-то встреча, когда люди начинают общаться. И это не прям вот сразу хоп, прыгнули в ЗАГС, в постель, любовь, страсти. Нет, это будет плавный вход, когда люди друг другу помогают, взаимодействуют, и мужчина проявится через то, что он сможет как-то вам помочь. У него будет желание вам помочь, понимаете, вот я смотрю. Да. Но вот у него будет желание как-то помочь решить ваши проблемы, исцелить как-то вашу ситуацию, не оставить вас в этом одну. Self-love and acceptance. Ну вот, это вот последняя карта для вас, знаете, такая вот совет для первого варианта. Она просто прекрасная, эта карта, потому что это вы. Понимаете, вы вот в этом начале отношений вы пройдете несколько циклов. Несколько циклов завершения чего-то, прощание с чем-то, отпускание, встреча тут же параллельно нового, в этом новом что-то будет, какие-то отголоски прошлого, и вам нужно будет тут же это, знаете, такую делать сверку, тут же как бы параллельно такая проработка какая-то эмоциональная будет, понимаете, вот это будет 4-4, видите, вот выходит, да, цифра 4 плюс 4, 8, это цифра такой бесконечности, стабильности, то есть вы войдете уже в такое ощущение счастья, понимаете, стабильности, где вы будете чувствовать, понимаете, уже вот то счастье, которое вы обретете, его нельзя будет открутить назад. Это будет уже то счастье, которое будет с вами уже, понимаете, навсегда. И тот человек, который будет с вами. Да, но эта колода здесь только девушки, поэтому нету парных карт. Здесь у них только волки, да, мы видели, потому что тут такая колода. Но, да, видите, intuition есть. Ну, вы скажете мужчине «да», то есть вы этим отношениям скажете «да». Эти отношения будут развиваться, и вы справитесь, видите? То есть вы через глубокое познание себя, через глубокое, как бы, сейчас еще правильное слово скажу, через глубокое принятие вашей новой версии себя, понимаете, вы полюбите себя новую, и у вас в этих отношениях будет совершенно новое вы. Вот это будет таким вот начало ваших отношений с вашим будущим мужем. Пишите, насколько это вам резонирует, насколько откликается с вашей ситуацией сейчас. Вот. Но это на самом деле очень-очень-очень классный финал вашим, скажем так, трудным временам. Так, ну что, единички, я прям растворилась вам. Видите, не хочу из вашей розовой ваты вылезать, хочется прям с вами остаться. Ну, давайте смотреть двоечек, давайте на вас переключаться. Двоечки, второй вариант. Будем сейчас смотреть. Прям такие какие-то золотые золотца. Вы такие вы хорошие, волшебные, замечательные, очень драгоценные женщины, понимаете, необычные. Давайте смотреть для двоечек, как пройдет встреча с вашим будущим мужем. Ну, как бы не встреча, а вот именно вот такая вот уже начало встречания, начало ваших отношений. И как вы будете себя чувствовать, что будет происходить, какие будут знаки, какие будут ситуации. Ну, в общем, опять же повторюсь, что смотрите два варианта, потому что сегодня поток единый. Я даже, честно говоря, хотела делать один вариант, просто несколько причин, да, разбирать. Но вот потом, уже когда взяла карты, поняла, что будем делать два варианта. Потому что кому-то только один, кому-то только второй вострязнет, но будет очень много людей, которым оба варианта будут полезны. Вот. Ну, давайте смотреть. Двоечки. О, ну видите, Deep Bonds. Ну вот,
Что могло выйти? Я говорю, что вот вы золотые, вы такие вот златоглазки, вы, просто вы удивительно богатые внутренние женщины, удивительно сильные женщины, понимаете? И вам придет такой же вот этот ваш такой вот этот, видите, вот они разные, они противоположности, но вот это deep bonds, family, familiar, вы общие, у вас общие основы, общие ценности, то есть абсолютный контакт, то есть familiar, то есть родственность. Так вот, чувствуете вы одинаковость с этим человеком, понимаете, по deep bonds, как бы вот, понимаете, вот если дословно deep bonds, то есть прям вот по костям, понимаете, вот это по основам, по каким-то базовым вещам, по каким-то фундаментам ценностей. И вот видите, я почему-то, когда только начала расклад, я назвала вас почему-то золотыми, понимаете? И она, во-первых, златовласка, а во-вторых, тут видите звездочки. То есть это прям вот золотой час, золотое время вашей жизни, потому что вы наконец-то почувствуете с мужчиной, хотя вы и разные, понимаете, хотя вы и абсолютно, может быть, разными, но вы почувствуете в этом человеке родственную душу, понимаете, вот как-то так. И в самом начале отношений вы будете чувствовать вот именно вот это ощущение. Это вроде бы совершенно дорогой человек. Странно, что мне такой вообще нравится. Или странно, что такой человек мне, как бы, как сказать, что у меня с ним контакт. То есть вы будете удивлены. То есть у вас был даже какой-то стереотип такой поднимется, что как бы такие люди или люди, которые выглядят так, не могут быть мне близкие. Да? То есть у вас мир даже немножко перевернется. Интересно, те же карты выходят. Абсолютно те же карты выходят. Ну вот сегодня будет такой же магический поток, как у меня был, по-моему, 2 или 4 расклада назад, где там, посмотрите видео, я оставлю здесь ссылочку, что с ним сейчас происходит. Там тоже был расклад, где абсолютно два разных мужчины, но одни и те же карты совершенно под разным соусом. Так вот здесь то же самое. Здесь тоже такой сегодня интересный расклад, потому что тоже я хотела делать один вариант, понимаете? Вот это я когда решила делать один поток, а потом все переигралось. Ну, в общем, Soul Family, понимаете? То есть тоже в начале отношений у вас будет ощущение, что, ну, понимаете, ну, некуда от этого деться. То есть это будет настолько очевидно, это будет настолько, как бы, странно, удивительно, что у вас, может быть, такое чувство было только в детстве, в семье, когда вас понимают или принимают, или вы там чувствовали такое вот чувство, даже давно там с друзьями, с приятелями вы не чувствовали. А вот с этим человеком, который вроде бы, опять же, видите, показывают, совершенно какой-то он другой, он даже может быть другой национальности, или другого языка, из другого конца света, но этот человек вам покажется роднее всех людей, которые просто были в вашей жизни, понимаете? Вот. И вот видите, и вот это будет немножечко вас пугать, понимаете? Это вас может немножечко испугать, что такого быть не может. Вы будете обращать внимание, может быть, на внешние его данные, на оболочку, да, и вам будет казаться, что это немножко, может быть, как-то не так. То есть вот, вам, понимаете, нам карты подсказывают, что вам нужно на это обратить внимание, чтобы вы не закрылись, не испугались, чтобы вы не, как сказать, не отвернулись от своего счастья, потому что из-за каких-то стереотипов, знаете, что вот если там груша, вот она должна так выглядеть, да, но груши тоже бывают разные, зеленые, желтые, красные, какая хочешь, да, то есть еще и разные формы бывают, понимаете, вот оно об этом. Видите, вот Secret Trail. Вот сегодня можно не мешать колоду, понимаете, вот я вытащила вот при вас любую карту, вот, те же карты, что и Динчик, абсолютно, потому что очень похожие ситуации, просто вы разные, да, и здесь во втором варианте, понимаете, здесь такой момент будет, что вы с этим мужчином, как знаете, как вот войдете в какую-то тайную комнату. То есть эти отношения начнутся, вы войдете в какую-то как неизвестность для себя. Понимаете, я же говорю, что это будет, вы будете не ожидать, что вообще вас такое зацепило, что вам такое нравится, что вы в такое попадаете, что вы в таких отношениях находитесь, понимаете? Самое настоящее. Вам будет казаться, что это все не то, это все как-то не так, это все не может быть. То есть такое, знаете, будет ощущение, что где-то есть подвох, вот, где-то есть подвох. И вот там, видите, девушка из-за дерева на этой карте была, да, Forcing Ghost Reunion. Очень интересная карта. Видите, Forgotten Ghosts Reunion. Ну, потому что, видите, вам придется заглянуть в ту часть своей души и увидеть себя той, которой вы себя никогда не видели. Но при этом вы воссоединитесь, знаете, как вот сами с собой.
Это очень интересный такой момент будет, то есть это не так в единичках, я же говорю, что не будет ощущения такой вот сладкой ваты с ощущением полной безопасности. Нет, наоборот, у вас будет ощущение, что вы идете в какое-то темное пространство, совершенно неизведанное, вы раньше не ходили в такие места, вы знаете, вот у вас, знаете, такая, может быть, очень мудрая девушка, и поэтому сильная, и поэтому у вас были, может быть, вы много обжигались, и вы такие, так, туда не ходи, там кирпич упадет, да, то есть туда не... Вот я вот так, вы про себя можете думать, Таня, я таких уже знаю, не, мне таких не надо. А, это я уже видела, ой, не-не-не-не-не. То есть у вас будет вот такое вот, может подниматься, понимаете, в вас, когда вы начинаете. Он там какое-нибудь слово скажет, и вы сразу, не разобравшись, понимаете, своих каких-то демонов не вытащить, или какие-то призраки, понимаете, здесь ГОСТ, призраки прошлого, да, реюнион, понимаете, то есть у вас будет такое, знаете, вот воссоединение со своей истинной природой, потому что вы поймете, что вот то, что в вас пробуждается, это отчасти, знаете, как какой-то старые отголоски, которые уже, они шепчут вам что-то, но это не вы, понимаете? И вот это очень важный момент у двоечек, понимаете? То есть вы как будто бы, представьте, что вы как будто бы открываете дверь, и вы заходите в такую как будто бы темную комнату, и там все по-другому. Даже если вы видите что-то знакомое, но вы этому даете неправильные объяснения, неправильные транскрипции, и вот эти вот призраки прошлого, понимаете, будут вам что-то нашептывать. Invocation, the power of words. Вот такая вот карта. У нас следующая по поводу начала отношений. Ну, отношения, почему я же говорю, что еще такой момент, что поскольку это будет прям с первого начала, здесь гораздо быстрее будет у двоечек развиваться отношения. Начало будет достаточно ярким, возможно, страстным, возможно, будет это настолько, вот видите, они там сидели уже, обнимались. Это вот из всех карт, которые себе выпала, карта парная, где они, единственная в колоде, где они вместе соприкоснены, абсолютно они разные, они еще друг другу посторонние люди, но у них же обнимаются, то здесь будет очень странно, видите, солнце, это будет счастье, это будет очень страстный момент. И давайте почитаем, что здесь написано. Здесь написано, я узнаю, сейчас я вам переведу на русский, я узнаю силу моих слов и использую их во благо. Вот такая вот карта. То есть вы, знаете, вот как вот люди могут словами проклянуть, нанести какой-то вред, также люди могут своими словами усилить, как заклинание сделать на добро, на свет, понимаете? Вот у вас будет ощущение, что вы хотите, вот у вас то, что будет возрождаться, эта связь между вами, контакт, вы как будто бы будете, как будто бы, знаете, вот как будто бы уверовать в это, заколдовывать в это, чтобы оно как бы еще более становилось таким страстным и теплым. Но вот как я вам скажу, поскольку вы женщина, вот видите, такая Златовласка уже умная, золотая женщина, знаете, вот такой золотой час, вы знаете себе ценность, вы знаете ценность вещам. И вот, понимаете, именно благодаря этому, как бы сейчас не усложнить, чтобы вы меня поняли, понимаете, хорошо так. То есть вы сможете, вот вы как бы, представьте, вы получили что-то, да, какой-то подарок, и вы возьмете, начнете его усиливать, украшать как-то, да, чтобы ценность этого и сохранилась, и увеличилась, и вы как бы почувствуете свою магию над этим, понимаете, вот как-то вот. Это сложно, это очень такой интересный будет процесс у вас происходить в жизни, понимаете, то есть с этим человеком. Вам будет, с одной стороны, вас немножко это пугать, а с другой стороны, вам будет это настолько нравиться, и вы будете не ожидать, что вам такое нравится, и вы будете пытаться как бы немножко это удержать, понимаете, ну вот видите, все время вот идет эта карта, понимаете, чтобы вы не думали, что вот где-то какие-то эти призраки из прошлого идут, понимаете. Сейчас мы еще карту The Spirits. Respecting Spirits. Вот такая вот карта идет. Я же говорю, что вот ну, это не с глаз, это какой-то, понимаете, вот, ну вот может быть из глаз, понимаете, вот может быть для вас это очень важно, потому что может быть вы очень красивая женщина, вы такая-то Златовласка, вы очень эффектная, вы, может быть, понимаете, и вот когда вот эта вот встреча произойдет, и вы будете видеть сами, чувствовать, что есть еще какая-то неопределенность, вы как будто бы захотите усилием своей воли внутренней, понимаете, как бы вот то, что я вам потом сказала, не сглазить, а в хорошем смысле сглазить, понимаете, усилием, боже, ну как это, ну, короче, вы поняли, обратное, да, от этого respecting spirits, то есть вы с помощью высших сил будете пытаться это как бы сохранить, преувеличить, приумножить, и как бы вот такое сотворчество у вас будет. То есть не просто какая-то встреча, это поток. Вы будете эту встречу, если у первого варианта будет, что вам нужно будет какие-то работать с внутренними состояниями, с собой, да,
то здесь скорее нужно будет работать с тем, что есть, вам захочется. Это как будто бы, знаете, вот как снеговика. Вы шарик такой слепили, мне почему-то идет. Представляете, вы слепили вот это шарик, да, вот это снега, и вы его так вот утрамбовываете, да, чтобы он так... Вот это вот то, что вы будете делать с этими отношениями. Вот как, я не знаю, объяснить еще. Мне образы идут, я иду, вижу это из потока. А как это объяснить, не могу. Напишите вы мне, если вы мне поняли это чувство. В общем, вы будете пытаться это укрепить, воссоздать, как бы, понимаете, усилить это, придать этому форму. Ну, в общем, вы поняли. Короче, меня, я думаю, я не буду там по 10 раз Dance Freedom. Ну, вы будете, я же говорю, вы будете какие-то, знаете, как ритуальные танцы делать вокруг этого. То есть вы будете этого усиливать, чтобы этот костер чувств, этих отношений как бы распылался и развивался, понимаете, в моменте. Вот, и я смотрю, почему нам показали глаз, и мне что-то, что про глаз, про проклятие, то есть вам показывают, видите, вы заходили в эту тайную комнату одна. Возможно, вам не нужно ни с кем делиться про это знакомство, не нужно никому рассказывать, понимаете? Да, скорее всего. То есть вам нужно уйти в такое немножко состояние уединения, пережить это самой, понимаете, такое как ретит, Witch of the Woods. То есть вы останетесь в этом, вот в этих событиях одна, нам показывают, понимаете, потому что это будут такие, возможно, яркие вспышки, и вы так поменяетесь от этих отношений, и будет такой сильный контакт, что, ну, вы понимаете, что есть люди, которые умеют радоваться за других, а есть люди, когда видят чужое счастье, им хочется отнять чужой кусок. Они просто не понимают, что когда вы отбираете мысленно даже то, что есть у другого человека, вы забираете это, по сути, потом у себя, потому что поступать с другими, как поступаешь с самим собой. То есть многим людям кажется, когда они там что-то увидели, позавидовали, им это захотелось, да, вот там об этом говорят, свет в чужом оконце, они это себе забрали, и у них стало больше. Но это так не работает, Вселенная так не работает. Вы не можете взять у другого человека, и у вас этого станет больше. Нет, вы таким образом просто отнимаете еще больше у себя, потому что если вы у другого человека навредили ему таким образом, это то, что самое будет происходить в вашей жизни. Поэтому не все, я же говорю, люди в вашем окружении, женщины здесь, понимаете, они не все смогут за вас порадоваться, разделить с вами это прекрасное чувство, которое будет возникать, понимаете, у вас будет возникать такое чувство дома, родственности. Вот, им будет казаться, что это как-то несправедливо, ой, ну у нее там это есть, а у нас там такого нету. То есть у вас, как бы, знаете, очень часто, знаете, подружки так бывают, мне идет с потока, что не все могут порадоваться счастью. Вот. Поэтому друзья познаются не только в беде, как говорится, и в счастье. Поэтому, может быть, вы даже уже, кстати, вот я смотрю, что вы уже, наверное, испытывали от такого, от подруг, от женского комьюнити, такое ощущение, что свои как бы очень жаркие, горячие чувства нужно держать. Ну вот видите, вы останетесь, вот вы захотите сохранить. Вторая, кстати, карта, где они вдвоем, видите, which number favorable. Ну вот видите, эти обстоятельства вашего знакомства, этой встречи, все, что будет происходить, это магия этих начала отношений, вы будете держать это при себе. И вам, наверное, даже карты сегодня подсказывают поток, что не пытайтесь как-то, знаете, вот, а я там встретила, а мне там, ну, оно бывает, часто распирает, хочется поделиться, но нам показывают, что вот как снежный ком, вот вы этот снежок нашли, и вы его вот так вот, понимаете, вот вы так сохраните его, держите его при себе, понимаете? Вот это абсолютно карта, она об этом знакомстве. О, ну, боже, ну, мужчина, я же говорю, что эти отношения начнутся по страсти. И я все-таки была не права, видите, здесь есть мужчина в этой колоде. Не знаю, один, по-моему, именно когда мужчина, один, вот это одна карта. Вот она вышла, я про нее забыла. Flames, Transformation. Понимаете, мужчина будет очень страстный, он запустит в вас очень интересные процессы. Я давайте его вперед вытащу, потому что он зажжет это пламя внутри, и нам показывает, что это, видите, почему пока, видите, и там пламя берет. Отношения будут очень страстные, яркое будет начало. И чтобы это, знаете, вот чтобы вам не обжечь свои крылышки, вам нужно держать это пламя, видите, везде огонь, страстные будут отношения. Вам нужно держать это при себе, хранить в своем сердце, понимаете, вот оберегать. Поэтому вот мне шло, я не могла просто словить, о чем это, да, вот как снежок с глаз, вот как я вам даже сказала, порча, антипорча, да, то есть вы будете пытаться защитить. Простыми словами, ну, то есть просто, ну, наверное, пока не делиться, пока отношения в начале, пока они формируются, да, то есть держите это при себе, взращивайте этот росток новых чувств внутри. Ну, очень классные карты, слушайте, второй вариант тоже просто, ну, вот волшебный. Видите, вот и первый, и второй вариант очень линия одна, но совершенно разный посыл, разная подсказка. Класс, да? Давайте все-таки, раз колода Арнуво, она шла мне в самом начале, золотое таро, золотой час, начало ваших новых отношений, давайте посмотрим на этой колоде совет для всех, потому что поток сегодня хоть и разный, но с общим знаменателем. Familiar bonds, да, как там было эти
основные basics, основные вот эти, вы знаете, как эти основы одинаковые в обоих вариантах. Давайте посмотрим совет, пару карт от Золотого Таро Art Nouveau. Так, ну что, первая карта, совет, девятка пентаклей. Ну, я же говорю, что вы, эти отношения, конечно, вас сделают девушкой другого порядка, другого уровня. Это и в финансовом плане, то есть мужчина будет, видимо, с денежками очень даже неплохими, да. У вас с ним будет очень хороший контакт. То есть все, что мы с вами, да, говорили, это все вот эта карта подтверждает. Но главный совет, понимаете, то есть то, что у вас будет обретено в этих отношениях, храните их при себе, понимаете? Вот только, может быть, поделитесь с какими-то очень близкими людьми, и то, понимаете, подумайте, насколько это действительно необходимо. То есть держите у сердца все ваши наработки, и эмоциональные, и материальные. Не пытайтесь сильно, понимаете, там что-то как-то хвастаться, понимаете, потому что вам это далось все непростым трудом. Никто это не поймет, никто это не увидит, через что вы прошли. Понимаете, вот такой вот совет. То есть люди видят только внешнюю сторону того, что происходит в вашей жизни, а что как бы за сценой того, что вы пережили, и какой ценой вам это далось, понимаете, этого никто не увидит. Поэтому нам показывают, чтобы, видите, вот у вас совершенно начинается новая жизнь. И вот и по-новому в вашу жизнь, понимаете, привносите, вот, скажем так, эти новые отношения. Не тяните, понимаете, не тяните старое в новое. Вот я бы так сказала. Невероятно сегодня расклад, просто классный, очень, понимаете, очень теплый, очень солнечный. И сегодня такой пейзаж, видите, вот сейчас как раз такой момент цветения, такого золотого, желтого. В моих краях это буквально, знаете, вот из-за того, что климат такой, это буквально уже через 2-3 недели на моих видео вы начнете видеть, что уже выжженная трава, уже нету зелени, поэтому это такие, знаете, редкие моменты, когда все цветет, и вот эти отношения, они тоже, видите, вот такой вот золотой час, это будет вот двойка кубков, понимаете, вот два человека соединятся, это будет абсолютное счастье, гармония, одна из самых лучших карт, и вот она здесь на обложке, я сегодня прям вот почему-то на нее обратила внимание, это будет очень классно. То есть вы будете очень счастливы. Я вам желаю, чтобы начало этих отношений переросло именно в то, во что вы хотите, и вы были счастливы. С вами была Ева. Я очень рада всегда видеть вас в комментариях. Когда вы подписываетесь, мне очень приятно. Спасибо, что вы помогаете этому каналу быть увиденным большим женщинам, которые тоже, возможно, могли бы из этих видео получить какую-то пользу. Поэтому жду вас всегда в комментариях, пишите ваши впечатления, какие-то слова, может быть, что-то срезонировало. Мне это все очень-очень интересно читать, потому что в каждый свой расклад я вкладываю свою душу, и действительно хотелось бы, чтобы это приносило вам пользу, и чтобы счастливых, таких изобильных, светлых женщин на этой земле становилось все больше и больше. Ну, я с вами прощаюсь. С вами была Ева. Пока.